Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. В этом видео мы уделим внимание тому, как же правильно поступать с вещами человека, которого нет уже в этом материальном мире. От каких вещей нужно избавляться, от каких нет. Давайте вместе с вами далее более подробно во всем этом будем разбираться. Ни для кого не секрет, что каждая вещь, предмет, с которыми мы соприкасаемся в жизни, наполняется нашей энергией. Чем больше мы с чем-то взаимодействуем, тем больше эта вещь напитывается нашей энергией и становится с нами неразлучна. Потому не только с вещами, которые ранее кому-то принадлежали, но и даже с вещами с магазина нужно быть осторожными и обязательно проводить энергетическую чистку, которая поможет очистить ее от того, что она могла ранее подобрать и напитать только вашей энергетикой. К нам очень много знаний о вещах, предметах, украшениях передались от наших предков, чтобы мы не допускали ошибки, которые могут не очень благоприятно сказаться на нашей жизни, и затем придется потратить много сил и времени, которое можно было бы использовать себе во благо, чтобы от всего этого избавиться. Этих знаний много, поэтому они требуют сил, усидчивости и желания узнавать все новое и новое. Но у тех людей, которые с этим справятся, жизнь станет более удачной, комфортной и разнообразной. Их будут окружать только сильные и нужные энергии, которые помогут выбирать важный жизненный путь и обходить все трудности и неприятности, которые могут встретиться на выбранном пути. Часто к нам, после того, как кто-то из близких людей умирает, попадают вещи или же предметы, которые для нас имеют очень важное значение. Они нравятся нам, а порой, к сожалению, и те, от которых нужно моментально избавляться, или же те, которые вызывают у вас негативные чувства и эмоции. Со многими предметами нужно быть осторожными, что это в основном касается вещей, которые умерший человек носил, в которым с ним произошла беда, или же тех, так как такие вещи лучше отдавать умершему, ведь они несут в себе мертвую энергию, и с появлением вашей жизни ничего хорошего в нее не принесет. Только при соприкосновении с ними вы будете разрушать свое биополе, становиться подвластным негативу извне, которые очень плохо будут сказываться на уровне вашей жизни и самочувствия в целом. Могут возникать какие-то хронические заболевания, появится чувство постоянной усталости из-за того, что данная вещь будет высасывать у вас энергию, а вместе с ними и жизненные силы. Если человек умер в доме, то постель, на которой это случилось, нужно сразу же сжечь. Даже если она не старая, хорошо выглядит. Ведь все, кто будут с ней взаимодействовать в дальнейшем, обретут беды, которые будут несоизмеримы с покупкой новой постели. То же самое касается и одеяла с подушкой, так как эти вещи, впитав энергию смерти, будут во время сна передавать ее тому, кто будет под ними спать. Во время сна человек больше всего подвластен негативу, поэтому о том, что будет с биополем человека, даже и говорить не стоит, так как очень быстро оно будет уничтожено и восстановлению будет не подлежать. С таким человеком может случиться какой-то несчастный случай, который разрушит его жизнь полностью, а что еще хуже, он может погибнуть. Не стоит держать в доме кровать, диван, на которой это случилось, так как энергетика ее будет тоже испорчена. Она будет наполнена негативом и передавать его всем тем, кто на такой кровати или диване будет проводить время. Самым опасным она будет для людей со слабым биополем и детей, которые могут играть в этом месте, не понимая, какой вред это способно причинить. Если же по какой-то причине вы решите ее оставить, обязательно проведите сильную энергетическую чистку при помощи крупной и мелкой соли, которую нужно заговорить в любое ночное время. И в идеале вам нужно подобрать тот день, который вы на интуитивном уровне посчитаете. Далее рассыпьте соль по подоконнику и обязательно скажите такие слова. Соль сильная обрела то, что надо для меня,
Мертвую энергию очистила, пустоту убрала и негативные энергии отогнала. Далее утром на рассвете ее нужно будет рассыпать по всему спальному месту человека, которого нет уже в живых, так как она должна будет пролежать 3 суток, после чего ее нужно будет собрать и смыть в канализацию. Когда вы проделаете это, разложите по спальному месту полынь, так как она должна лежать 3 дня. Когда время пройдет, вынесите ее подальше от дома и подожгите, проговаривая при этом такие слова: негативом, которым полынь напиталась, сжигаю связь этого предмета с тем человеком, что умер, разрываю. Мертвая энергетика его не наделяет и живым людям не мешает. Когда закончите, возьмите 3 веточки можжевельника и каждый день на рассвете одной окуривайте спальное место и при этом проговаривайте такие слова: пусть светлая и сильная энергетика это спальное место наделит, и оно никому беду не причинит. Будет хорошей энергетикой обладать и только ее излучать. Использованную веточку нужно сжигать. Так вам нужно проделать и с остальными 2. Да, это непростой ритуал, займет он у вас ровно 9 дней, но результат будет желаемым, и данная кровать или диван больше не будет представлять вам и членам семьи энергетическую угрозу, а также не будет влиять на собственную энергетику вашего жилья негативно. Но есть и вещи, которые, попав к нам в руки по наследству, будут приносить не только приятные эмоции, но и неожиданные, счастливые, удачные, благополучные события, а также притягивать финансы, изобилие, достаток, благополучие и, что немаловажно, выступать в роли оберега. От таких вещей ни в коем случае нельзя избавляться. Если сделаете это, то вместе с такой вещью из вашей жизни уйдет все то, на что она вам давала и притягивала вашу жизнь без труда. Первое – это кольцо. Запомните, кольцо способно запускать энергии, которыми оно наделено в беспрерывное русло. Поэтому, если вам от вашей бабушки или же от вашего родного человека, который вас очень любил, достанется такая вещь, это принесет в вашу жизнь беспрерывные потоки светлых энергий, которые могут менять вашу жизнь в лучшем направлении, притягивая сильные энергии. Если человек, от которого вы получили такое наследство, был сильной, успешной и целеустремленной личностью, вы также получите такие качества вместе с данным кольцом. А если они у вас уже есть, то приумножите. Такое кольцо будет оберегать вас от различного рода проблем и бед, и ни один недоброжелатель не сможет оказать на вас негативное влияние. Надевая такое кольцо, нужно обязательно говорить следующие слова: «Это кольцо от бед и несчастья меня защищает. Только приятными событиями жизнь мою наделяет». На протяжении 3 дней носите его не снимая, а далее уже как сами решите и как вам будет удобно. Очень хорошо, если кольца, которые достались вам по наследству, принадлежали любящей семье, которые всю свою жизнь прожили в браке, боготворили друг друга и не утратили желание удивлять, радовать, заботиться. Если они достанутся тому, кто находится в браке, то помогут оберегать семью, сделают ее крепкой, наполнят счастьем и любовью. Возьмите такие кольца или кольцо в левую руку, прижмите к груди, при этом обязательно скажите такие слова: «Счастливая семья у меня, кольцо нам помогай, наши теплые чувства приумножай, чтобы мы жизнью прекрасно жили и как твои обладатели ее совместно завершили». Так вы будете идти рука об руку по жизни, находясь под сильной защитой. Если же достанутся тому, кто еще не был в браке, то помогут встретить искреннего, доброго и любящего человека, с которым удастся создать прекрасную семью, чтобы все так и получилось. Кольцо наденьте на безымянный палец левой руки и проговорите такие слова: «Кольцо на моей руке блестит, дорогу суженому к сердцу моему укажет». Вскоре все произойдет так, как вы и мечтаете. Если же кольцо достанется от того, кто прожил не очень счастливую жизнь, такое кольцо лучше держать в шкатулке, как оберег, чтобы не притягивать энергии одиночества или же недопонимания и не переносить их на свою семью. Перед тем, как сложить в шкатулку, положите на стол, трижды поверните его по часовой стрелке и при этом проговаривайте такие слова: «Это кольцо не ношу, но о защите его прошу. Меня оберегай, силой нужно наделяй». Так вы его заговорите и получите достаточно сильный оберег.
Бывает такое, что достаются старинные монеты. Это поможет вам с легкостью притянуть потоки денежной энергии в вашу жизнь, сделать положение стабильным или же даже разбогатеть. Главное, чтобы вы понимали, что именно нужно вам и действовали, так как денежная энергия, конечно же, не придет даже при помощи такого сильного амулета, если вы будете стоять на одном месте. Монету нужно держать там, где находятся ваши сбережения. Раз в месяц переворачивать и при этом проговаривать такие слова: «Монета старинная, деньги притяни», «Меняй мой дом, денежная энергия окружи», чтобы нужда прочь ушла и только стабильность присутствовала, деньги приумножались, возможности открывались. Это с легкостью поможет вам улучшить свое финансовое положение и иметь столько денег, сколько вам будет нужно для счастливой и безбедной жизни. Если желаете, чтобы кошелек никогда не был пуст, вам повысили оклад, монет нужно носить в нем, положив туда, и обязательно сказать такие слова: «Монета в кошельке деньгами его наделяет, зарплату большую привлекает». Но смотрите, какую монету вы носите в кошельке, так как порой монеты бывают очень дорогими, а их хозяева об этом и не догадываются. Также скрывайте ее от посторонних глаз, так как ненужная зависть или же энергия, излучаемая в этот момент, способны навредить и перекрыть канал для поступления денежной энергии. Старая нарисованная картина, гобелен, портрет, икона, которые вы унаследовали от ваших предков, это не только приятный и красивый сувенир, это еще и вещь, которая будет помогать вам содержать энергетику вашего жилья обязательно в целостности. Притягивать потоки сильных и светлых энергий сможет таким образом защитить вас от бед и неудач. Размещать такую вещь стоит в гостиной на видном месте. Когда повесите или же, возможно, поставите, сразу установите возле нее свечу белого цвета, проговаривая при этом такие слова: «Эта вещь энергиями предков напитана, их ощущаю, в помощь призываю, чтобы дом мой оберегали, любое зло и негативные посылы отгоняли». Свечи дайте полностью догореть, после чего огарок вынесите и выбросите. К данной вещи не прикасайтесь на протяжении 3 дней и от души все это время проговаривайте то, о чем бы вы хотели ее попросить, что вы желаете, чтобы она вам дала и чем наполнила ваш дом. И очень скоро это все у вас начнет появляться. Когда это произойдет, подойдите, поклонитесь ей и поблагодарите от души за помощь. Также на протяжении всего времени вы будете чувствовать, что энергетика вашего жилья стала крепкой, сильной, и вернувшись после трудного рабочего дня, вы быстро будете восстанавливаться и обретать силы. Если вам достался ковер от ваших предков, от него также не стоит избавляться, так как он не только способен укрыть вас от невзгод, проблем, защитить ваш дом от бед, но и недоброжелателей, завистников, которые очень часто попадают в ваш дом, так как умеют хорошо скрывать свои истинные чувства, а мы принимаем их за близких, родных людей, а иногда даже тех людей, которых считаем, что мы идем с ними по жизни. Но многие люди стараются не держать в доме старые ковры, так как считают, что они несовременные, но это не так, они никогда не выйдут из моды, наоборот, они индивидуальны и могут подчеркнуть изюминку вашего дома. Это не только модно, но и престижно. Такой ковер нужно постоянно, правда, содержать в чистоте, чтобы он максимально мог вам в этом помогать. Заговаривать его нужно утром или в первой половине дня. Взяв щеточку, мочалочку, очищать его и проговаривать в этот момент такие слова: «Твоя энергетика сильная, ее ощущаю, к тебе за помощью прибегаю я, мой дом оберегай, недоброжелательным находиться в ней не позволяй». Когда закончите, подожгите веточку полыни и тщательно окурите его со следующими словами: «Дань уважения от меня прими, в помощь мне не откажи». Веточку затушите и на сутки оставляйте под ковром. По истечению времени вынесите на природу и оставляйте под большим и сильным деревом. Это очень простое действие, но оно благоприятно скажется не только на энергетике жилья, но и на всех живущих. Никто из приходящих в дом людей не сможет причинить вам вред, а те, кто будут приходить со злом, постараются наоборот поскорее его покинуть, так как недомогание, страхи начнут наделять их душу.
поворачивая их же негативные энергии против них. И через время такие люди и вовсе будут бояться переступать порог вашего дома. Далее книги. Вы знаете, книги пропитаны различной энергией. Эта энергия не похожа на другие. Она несет в себе тайну, любовь, предательство, силу, счастье, успех. И из-за этого она очень мощная и способна влиять на все, что находится вокруг. В данном случае это будет ваш дом или квартира. Думаю, не стоит упоминать и о том, что книги с историей, которые передаются из поколения в поколение, имеют еще и ценность. Когда вы будете брать в руки такую книгу, вы будете в этот момент ощущать неразрывную связь со своим родом, что будет придавать вам сил, наделять хорошими энергиями, а в такие моменты вашу голову могут посещать светлые мысли, какие-то планы, которые вы, воплотив, сможете изменить свою жизнь в лучшую сторону, обрести что-то новое. Также в такой момент вы будете становиться мудрее, удачней, могут даже возникнуть видения. Если у вас что-то будет не ладиться, вы не будете знать, как справиться с ситуацией, например, в которую попали. Возьмите книгу, которую выбрать нужно будет на интуитивном уровне, расположить в вашем самом любимом и комфортном именно для вас месте в доме. Постарайтесь соединиться с энергией книги, настройтесь на то, что все обязательно решится, и начинайте читать. Отключите свои мысли, сознание, перенеситесь в книгу, и вы станете участником событий, которые в ней описываются. Но читайте до тех пор, пока не устанете, после чего отправляйтесь спать. А когда проснетесь, решение уже придет к вам в голову, и вы с легкостью сможете решить данный вопрос. Также не забывайте протирать книги от пыли, так как пыль способна притягивать ненужные энергии и будет книгам мешать воздействовать положительно на вас и на ваше жилье, перекрывая тем самым излучаемые потоки. Используйте, друзья, эти знания, о которых мы сегодня с вами поделились, во благо. Обращайтесь с вещами и предметами правильно. От того, что вам не нужно, сразу избавляйтесь. А то, что вам нужно, берегите. Особенно, когда это касается вещей или предметов, которые попали к вам по наследству, так как это отличные энергетические помощники и обереги. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ, друзья. Услышимся в следующем видео.